Inhe Юпитер 240 жесткость. Сравню сейчас толщину губки 2 мм и 1,5 мм. Про 2 мм подробный обзор уже делался, можете его посмотреть, ссылку найдете под роликом. Я сейчас хочу рассказать про 1,5 мм, в чем разница между ними и что куда применять. 1,5 мм я сначала просто для проверки наклеил на OFF+ основание. И там совершенно для меня ожидаемо это играло совсем не так, как толстая губка. То есть играть в принципе можно, но ни малейшего смысла это не имеет. Есть много недостатков. И единственное достоинство, если это для кого-то достоинство по сравнению с толстой губкой у полторашки на OFF+ основании, это то, что вес на несколько грамм меньше. Но кому-то может это и наоборот недостаток. Но в плане игровых свойств, если отвлечься от веса, то толстая губка там играет на быстрой основе отлично, все как надо, а тонкая некоторые вещи играет нормально, но многие играют плохо. То есть топс совсем не тот, как у толстой губки. То есть не стоит так делать для нападения, и вообще на быструю основу полторашку ставить не рекомендую. Но затем я поставил эту полторашку на защитную основу. Для примера взял Dr. Neubauer Barricade Dev. Я эту основу давно знаю, я ей много играл в самых разных сочетаниях в разное время. И давно знаю, что на ней жесткие полторашки китайские прекрасно играют. Юпитер 240 таким же образом тут себя и проявил. Очень высокий контроль, практически во всех элементах. Очень мощное вращение можно делать при топ-спине, причем топ-спин делается комфортно, и можно разные делать. То есть можно стрелять очень быстро, с удобных мечей естественно. Можно делать очень мощное вращение, причем с другой стороны я поставил длинные шипы. И в таком сочетании, хотя накладка Юпитер 240 полторашка как бы и жесткая, но на этой основе и с длинными шипами с другой стороны ощущение не жесткое, она ощущается не как мягкая, и не как жесткая. Хорошо так прожимается, чувствуется большая задержка мяча, можно легко варьировать, по какой траектории хочешь топ сделать, там низкий или наоборот высокий, по дуге запустить, сколько вращения придать, благодаря большой задержке мяча и тому, что все это вместе работает довольно мягко, это все легко варьировать. В общем, такие накладки, как Юпитер 240 полторашка, рекомендую ставить защитникам на защитные основания. Там они работают хорошо. Единственное, что надо помнить, это в общем-то и не новость, что атакуя таким сочетанием, нужно атаковать максимально остро, либо по скорости, либо по вращению. Так как если с защитной ракеткой против нападающего ввяжешься в обмен ударами, то нападающий тут будет в выигрышном положении, а защитник наоборот. То есть защитнику тут нужно выигрывать в 1-2 хода. Но зато таким сочетанием, если правильно выбирать удобные мячи и направление атаки, как раз выиграть в 1, реже в 2 хода и легко. Как раз суть в том, чтобы первая же атака была в подавляющем большинстве случаев и последней. Про защитные свойства, а именно подрезку по топ-спину полторашкой Юпитер 240 на медленном основании нет смысла долго распространяться, с этим все просто прекрасно, все на высшем уровне. Подрезать очень легко, комфортно, все как надо, не о чем больше и мечтать. Напоминаю, что у нас на разные Юпитеры уже выпущено много обзоров, и на вторые, и на третьи. Ссылки на плейлисты смотрите под роликом. Особо нужно отметить у такого сочетания очень злобные возможности для агрессивной подрезки на столе. То есть можно подрезать очень быстро, можно подрезать с очень сильным нижним вращением, можно подрезать с очень сильным верхне-боковым вращением, такая получается атакующая подрезка.
То есть это именно вот такими сочетаниями, то есть медленные основы, и чтобы была задержка мяча побольше. Хорошо такие элементы получаются, рекомендую иметь их в своем ассортименте тем, кто играет подобными сочетаниями. Вращение в такой подвеске можно придавать очень сильное, и главное, что его можно легко по желанию варьировать. То ли дать чистый низ, чистый запил, то ли добавить туда бокового, то ли вообще верхнебоковое. Ну, иногда можно просто пустой мяч кинуть, это уже по ситуации, как тактика выгоднее подскажет.